Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал, на канал The Handmade. Это вторая часть видео мастер-класса по вязанию кролика девочки по имени Куроми. Вяжем ручки. Берем плюшевую пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2 и 7 столбик без накида. Провязали первый ряд, следующий ряд второй. В этом ряду провяжем 7 прибавок подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 14. Провязали, новый ряд можно отметить маркером. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 14 столбиков без накида. С 3 ряда по 5 включительно. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд по счету 6. В начале ряда вяжем одну убавку. Провязываем 2 петли вместе за передние стенки. Далее вяжем такую комбинацию: 2 столбика без накида плюс 1 убавка. И такую комбинацию мы повторим еще 2 раза. Итоговое количество в этом ряду у нас должно получиться 10. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 8 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 10 столбиков без накида. С 7 ряда по 14 включительно. Провяжем 4 ряда из этих 8 и наполним ручку наполнителем. Итак, вытянем слегка петлю и наполним ручку наполнителем. Наполняем средней плотности. Наполним вот эту вот часть и далее наполнять не будем, для того, чтобы ручка лучше прилегала к туловищу игрушки. И продолжаем довязывать 8 рядов без изменения. Провязали, далее складываем наше вязание пополам и вот эти вот 2 ряда провяжем вместе 4 столбиками без накида. Но для начала я сниму маркер, он нам больше не понадобится, и провяжу еще 1 столбик без накида, для того, чтобы у меня вязание не скручивалось. Вы же смотрите по своему вязанию, возможно, вам тоже понадобится провязать 1 столбик без накида, либо же 2 столбика без накида, или же вообще ничего не надо будет лишнего провязывать. Главное, чтобы когда вот складываем вот так вот вязание пополам, чтобы все ровненько сложилось, ничего чтобы не перекручивалось. Итак, сложили пополам и вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3. Крайний столбик вяжу крючком меньшего размера, чтобы он был более аккуратным. На конце у нас остались 3 петли. Заводим крючок в петли, которые находятся друг напротив друга. Протягиваем сквозь них рабочую нить. Далее заводим в крайнюю беспарную петлю крючок. Сквозь нее тоже протягиваем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Рабочую нить протягиваем и отрезаем, оставляя небольшой хвостик. Этот хвостик прячем вовнутрь ручки. Одна ручка у нас готова, вторую ручку вяжем точно так же и переходим к вязанию ножек, туловища и головы одной деталью. Берем плюшевую пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провяжем 7 столбиков без накида. 1, 2 и 7. Провязали первый ряд, следующий ряд второй. В этом ряду вяжем 7 прибавок подряд. Итоговое количество петель у нас должно получиться 14.
Провязали, новый ряд отмечаем маркером, следующий ряд третий, в этом ряду вяжем так: 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 21. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд четвертый, и этот ряд мы будем вязать за задние стеночки петель. Провяжем так 21 столбик без накида. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд пятый, его мы провяжем без изменения, то есть как обычно мы вяжем за обе стеночки петель, провяжем так 21 столбик без накида. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд шестой, в начале этого ряда вяжем 5 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5. Далее провяжем 6 убавок подряд. Провязываем по 2 петли вместе за передние стеночки и повторим так 6 раз. И после убавок до конца ряда вяжем 4 столбика без накида. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 15. Отмечаем новый ряд, следующий ряд по счету 7. В начале ряда вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 5. Далее вяжем 3 убавки подряд. Далее до конца ряда вяжем 4 столбика без накида. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 12. Отмечаем новый ряд, следующий ряд 8. Этот ряд мы вяжем без изменения, 12 столбиков без накида. Провязали, следующий ряд 9. В этом ряду вяжем 4 столбика без накида. 2, 3, 4. Вытягиваем слегка петлю и отрезаем рабочую нить. Это мы с вами связали первую ножку. Вторую ножку вяжем точно так же, только в 9 ряду мы продолжим вязание. Рабочую нить отрезать не будем. Итак, вторую ножку связали точно так же, как первую ножку. Ножки я уже наполнила наполнителем достаточно плотно. Далее всю игрушку будем наполнять достаточно плотно, но при этом соблюдать меру, чтобы игрушка не получилась тяжелой и каменной. Итак, в 9 ряду у первой ножки мы провязали 4 столбика без накида, а у второй ножки, по второй ножке мы провяжем в 9 ряду 10 столбиков без накида. 4 я уже провязала. Далее вяжу 5 столбик без накида, 6 и 10 столбик без накида. Далее вяжем 2 воздушные петли, 1, 2. Далее подхватываем петлю на первой ножке, затягиваем и сделаем присоединение, протянув эти петелечки друг сквозь друга. Присоединили. И далее до маркера первой ножки провяжем 8 столбиков без накида. Маркер второй ножки можно будет удалить, он нам не понадобится. 2, 3 и 8. Отмечаем новый ряд, следующий ряд 10. Вот этот вот хвостик пряжи фиксируем узелочком на любой подходящей стеночке петли и прячем вовнутрь ножек. Итак, следующий ряд 10. В начале этого ряда вяжем 2 прибавки подряд. Провязываем в каждую петелечку по 2 столбика без накида. Далее вяжем 2 столбика без накида, 1,
2. Далее провяжем 2 столбика без накида по цепочке. Сделаем это так. Для начала заведем крючок в место соединения цепочки с первой ножкой. Протягиваем рабочую нить. Далее подхватываем стеночку петли по цепочке. И сквозь нее нам тоже нужно будет протянуть рабочую нить. На крючке 3 петли, провязываем их вместе. Далее подхватываем стеночку второй петли по цепочке, протягиваем сквозь нее рабочую нить, заведем крючок в том же месте. Здесь получается у нас место подъема цепочки от второй ножки. Протягиваем рабочую нить, на крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Это мы все делаем для того, чтобы при наполнении наполнителем в этих местах не образовались ненужные отверстия. Далее по ножке вяжем 2 столбика без накида, 2 прибавочки подряд, первая прибавка, вторая прибавка. Далее вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 7. Далее будем вязать 4 прибавки подряд. Здесь мы вяжем первую прибавку за обе стеночки петель. Далее мы будем вязать по цепочке. Здесь у нас остались стеночки петель, которые были еще не задействованы в вязании. Итак, подхватываем стеночку петли и вяжем за нее 2 столбика без накида. 1 и туда же второй, провязали вторую прибавку. Подхватываем стеночку второй петли по цепочке и за нее мы вяжем третью прибавку. Провязали и далее по ножке уже за обе стеночки петель вяжем четвертую прибавку. И до конца ряда провяжем еще 7 столбиков без накида. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 36. Отмечаем новый ряд. Следующие 4 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 36 столбиков без накида. С 11 ряда по 14 включительно. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 15, и в этом ряду будем вязывать хвостик. Для начала провяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. Берем хвостик, прикладываем к туловищу так, чтобы лицевая сторона хвостика смотрела на правильную сторону. И берем крючок меньшего размера, подхватываем боковую петелечку. Это петля от провязывания двух частей хвостика вместе. Вот она боковая. Далее заводим крючок в петлю на туловище игрушки и протягиваем рабочую нить. Надеваем эту петлю на основной крючок. Далее подхватываем 2 петли. Вот эти вот, которые мы, вот этих вот рядов, которые мы не провязывали вместе. Вот они, 2 петли друг напротив друга. И в ту же петлю на туловище игрушки мы заводим крючок, протягиваем рабочую нить. Надеваем эту петлю на основной крючок. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Если этого не сделать, то вот эта вот крайняя петля, она будет выбиваться, и это будет некрасиво смотреться. Далее подхватываем следующие 2 петелечки на хвостике, которые находятся друг напротив друга. По туловищу мы подхватываем, заводим крючок в следующую петлю, протягиваем рабочую нить сквозь все петли и провязываем столбик без накида. Опять подхватываем 2 петли на хвостике, петлю на туловище, провязываем еще один столбик без накида.
подхватываем 2 петли на хвостике, петлю на туловище, протягиваем сквозь все эти петли рабочую нить, надеваем петлю на основной крючок, и здесь тоже мы подхватим боковую петлю, ту же петлю заводим крючок, протягиваем рабочую нить, петлю надеваем на основной крючок, на крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Провязали и до конца ряда вяжем 26 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили, следующие 7 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 36 столбиков без накида. С 16 ряда по 22 включительно. И продолжим наше вязание уже в следующей части. Поэтому, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить третью часть видео мастер-класса Куроми. Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!